Дополнительная тема конкурса этого года – это «Мой родственник и его любимая профессия». Дело в том, что желание запечатлеть облик близкого человека, оно было характерно многим культурам во многие исторические эпохи. И вот перед нами статуя I века до нашей эры из Капитолийского музея. Перед нами древний римлянин с бюстами своих предков. С левой стороны он держит бюст отца, а с правой стороны это его дед. И историки говорят, что дед это, скорее всего, был известный какой-то военачальник, потому что именно то, что мы видим здесь, пальму с листьями, это признак того, что этот человек совершил подвиги. И дело в том, что действительно именно древнеримское искусство, оно наиболее ярко воплотилось в портретах и портретах родственников. И чем больше было этих портретов в семье, тем более знатная была семья. И что еще интересно для портретов этого периода, то что портреты несли именно характерные черты, далекие от идеализации. То есть важно было запечатлеть именно человека такого, как он есть. И в этом была его ценность для родственников. Ну вот, например, портрет ростовщика. Мы видим и какую-то родинку, и лопоухость, и морщины. То есть совершенно нестандартную внешность. Или голова старика. Еще ни один период до Древнего Рима не видел таких изображений. Ну или вот еще такие портреты выразительные, характерные. Дело в том, что не про всех из этих сохранившихся портретов, не про всех людей мы знаем, что они собой представляли как личности в истории этого периода. Но хочется показать вот этот вот портрет. Это Марк Аврелий, это император-философ. И здесь мы можем увидеть, что здесь не только фиксация особенностей внешности, здесь уже через внешний облик передается характер этого человека, его какая-то внутренняя направленность. Но даже если художник зафиксирует особенные внешние черты, передаст какую-то характеристику человека, это не все, что можно узнать про этого человека. И тут на помощь художнику приходят такие вещи, как атрибуты. Ну, атрибут мы уже с вами видели в портрете древнего римляна, это пальмовая колонна. Вот. Но атрибутов много, они разные в разные эпохи, и какие-то из них мы можем прочитать даже сегодня, некоторые из них требуют расшифровки искусствоведов и историков. Ну, атрибуты – это знаки и предметы, которые несут какой-то дополнительный смысл. Вот перед нами портрет раннего Возрождения, профильный портрет итальянского художника Доминика Гирландая. Это портрет Джованны Торнабуони, известный портрет. Но мы видим, что портрет этой девушки размещен на фоне ниши. И там есть какие-то предметы, и, конечно же, каждый из этих предметов не случайный. И давайте обратим внимание на ювелирные украшения. На груди у девушки медальон с изображением святого, если внимательно посмотреть в хорошем разрешении на эту картину. И еще какое-то украшение с драконом. Это не простые драгоценности, которые попали на этот портрет, это обычно фамильные драгоценности, которые имели значение, имели даже какие-то определенные лозунги в рамках семьи определенной. Но давайте с вами посмотрим другую сторону. С другой стороны мы видим красные четки,
скорее всего, молитвенник, и надпись на латинском языке. Интересно, что эта надпись принадлежит римскому поэту первого века нашей эры, и говорит она вот что. «Искусство, если бы это могло показать характер и душу, не было бы на свете картины прекраснее». То есть, вообще-то, тут интересное такое признание художника, что, несмотря на атрибуты, внешнее сходство, как сказать, и стремление показать характер и душу, сделать это не так просто. Давайте еще глянем один портрет. Это портрет уже XVI века, портрет знаменитого ученого-теолога Эразма Роттердамского, и написал его немецкий художник Гольбейн. Ну, вообще про этот портрет можно сказать, что искусствоведы считают, что именно с этого портрета начинается портретное искусство Англии. Но давайте посмотрим опять на атрибуты, вещи и надписи, которые существуют на этой картине. Вот здесь вот увеличенный фрагмент на книге, написано на латинском и греческом языке «Нелегкие труды Эразма Роттердамского». А вверху вот такая вот книга, и это еще интересное послание. Это послание уже художника от своего имени, который написал «Я, Иоганн Гольбейн», которого легче очернить, чем подражать ему. То есть, смотрите, картина вроде бы изобразительная, но тексты, включенные в картину, могут играть определенную роль и добавлять дополнительные смыслы. Но время идет. И вот если мы сравним вот этот вот портрет, это уже 17 век знаменитого портретиста Антониуса ван Дейка и Эразма Роттердамского, то можно заметить, что появилось. В искусство портрета входит, начинает играть значительную роль мимолетный жест и выражение. Кстати, это портрет не менее знаменитого художника Снейдерса. Ну и, конечно же, работы Франца Хальса. Никто до него не решался сделать портрет человека в мгновение. Ну, не просто в мгновение, которое сейчас может зафиксировать, может быть, фотокамера, а в характерном мгновении и выражении определенного человека. И вот после эпохи XVII века жест и выражение лица начинает играть значительную роль в портретах, они начинают тоже быть средством для передачи характера изображаемого. Ну и тут мне хотелось бы еще на одном моменте остановиться. Мы с вами перескакиваем несколько столетий и оказываемся на рубеже веков и, конечно же, обратимся к работам Валентина Серова. Чем он интересен для нас? Валентин Серов интересен тем, что сохранились этапы его работы над портретами. И вот тут хочется обратить внимание, что композиция картины, она тоже средство выражения. То есть не только образ человека, его мимика, жесты, предметы, которые что-то рассказывают, а сама композиция. И вот на примере вот этого портрета Генриетты Леопольдовны Гиршман, серии портретов, серии подготовительных, можно сказать, работ, которые показывают путь поиска художника. И надо сказать, что над этим портретом художник работал 3 года. Вот эту вот картину, это не окончательный вариант, это картон, в котором он вроде бы нашел композицию, интересную композицию, выразительный жест этой интересной образованной женщины, но Серову не понравился такой ход, и он разорвал этот картон. И для историков искусства, вообще для зрителей, этот картон сохранился благодаря ее мужу, который подобрал эти останки, склеил, отреставрировал. И благодаря этому мы видим, как шло рассуждение над поиском образа в портрете. Ну вот видите, тот 4-й год, а это 906 год.
И вы знаете, что интересно, что вот с этого периода, более близкого к нам, остались такие воспоминания, которые нам тоже могут помочь увидеть, как художник искал решение своей работы. И вот Грабарь написал: «Отыскивая в большом доме подходящий для обстановочного портрета уголок, он пришел в восхищение от туалетной комнаты, уставленной мебелью. Это было так красиво, что обстановка была найдена, и портрет начат и окончен здесь». Смотрите, то есть он нашел место, да? Ну, можно сказать, вы представляете, сколько времени шел поиск, да? И вот, это эскиз, это еще не готовая работа. Может быть, по нему нам еще непонятен замысел художника, но он уже для себя определенную задачу решил, и вот окончательный портрет. Смотрите, что здесь есть. Здесь есть и характерное движение, про которое мы говорили, и портретное сходство, но и еще и интерьер. И вы знаете, этот интерьер очень тоже решен интересно. У нас есть ощущение вроде бы первого хаоса и беспорядка. Но на самом деле композиционно это очень уравновешенная вещь. Большую роль играет здесь медальон, рельеф, вот эта вот красная иголочница, да? И на самом деле композиция очень собранная, и тут получается, знаете, вот эта вот внешняя подвижность и в то же время умное выражение лица, оно как-то собирает вот этот образ, и недаром этот портрет закончил художник, и он решил, что оно соответствует именно образу этой женщины. Но еще что интересно, если вы потом внимательно посмотрите, то в отражении в зеркале художник изобразил себя. Вот тут вот его есть профиль. Можно потом посмотреть, если захотите. Ну и, конечно же, тот, кто знает историю искусств, это не только разговор уже со зрителем, это разговор со знающим зрителем, потому что это отсылка к именинам Веласкеса. Я думаю, вы сами найдете эту картину и посмотрите, и увидите, какая здесь есть параллель. Но главное, на что я хотела бы обратить ваше внимание, это на этап поиска. Еще что можно сказать? Казалось бы, вот мгновенно запечатлел художник модель. На самом деле здесь есть то, что не сделает ни один фотограф, это совмещение ракурсов. Это не видно сразу, глядя на картину, но посмотрите, художник смотрит на модель снизу, а вот этот вот туалетный столик, он изображен сверху. То есть это тоже ну, такие находки, которые, может быть, не важны каждому зрителю, обычному зрителю достаточно общего впечатления, но, наверное, вам, как молодым художникам, надо знать и изучать эти приемы. Хочется еще одной коснуться темы, потому что у нас же тема не только портрет родственника, а еще и родственника в его любимой профессии. И вот интересно, когда же и были ли такие портреты в истории искусств, которые обращались к профессии. И вы знаете, это началось довольно рано. Вот видите, 16 век. Это картина работы художника Джованни Баттиста Маронни, и это портной. Мы не знаем имени этого человека, и, как сказать, атрибуты тут не очень сложные, это просто предметы профессии, ножницы и черная ткань, или, может быть, кожа. Но что поражает здесь? Поражает именно профессиональный взгляд этого портного. То есть это именно фиксация человека профессии, и можно сказать, что это совершенно оценивающий взгляд, который смотрит на зрителя как на модель, думая о том, какой костюм ему подойдет, как скрыть или подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Ну и, конечно же, мы не можем не вспомнить портреты витебского художника Юделя Моисеевича Пена. У него целая серия портретов ремесленников. Это часовщик из Витебского музея. И вот здесь
подробнейшее описание процессов ремесла, инструментов ремесла. И надо сказать, что есть серия портретов, решенных в таком плане, и они для нас не только рассказ о человеке, оказывается, для историков, для музейщиков это очень ценные произведения, которые помогают подсказать инструменты того или иного ремесла, которое уже исчезло в процессе человеческой истории. Другим путем пошел русский советский художник Михаил Васильевич Нестеров. Это портрет, он называется «Портрет физиолога Павлова». Ну, наверное, название включает нас, что это портрет физиолога Павлова, но здесь вроде бы нету никаких предметов ремесла. Но, глядя на этого человека, мы понимаем, что это человек на работе, это человек науки. И вообще вот эта серия портретов Нестерова, это портрет скульптора Мухиной, это еще одно такое открытие человека в профессии. И один и второй портрет, он заряжает зрителя творческой энергией. То есть это настолько люди созидательные, ну, это действительно люди достойные того. И удивительно, как, ну, я бы сказала, такими не очень большими средствами, многословными художник это показывает, но он передает энергию, творческую энергию. И это, конечно, жест, взгляд, но как у Мухиной движение. Ну и закончить мне свой такой небольшой обзор хотелось бы вот этой вот картины художника Попкова, картиной, где он изобразил другого своего друга-художника. На этой картине мы можем видеть, ну, про то, что мы говорили, интересную композицию, да, совмещение взглядов. И я хочу обратить внимание на взгляд художника. Посмотрите, мне кажется, здесь удалось схватить выражение лица то, про что мы говорили про Серова и про других художников. Это какой-то внутренний поиск необходимого образа. Ну и здесь еще, вы знаете, это вот более близкое к нам такое искусство, есть еще такие метафоры. Это уже не, я бы сказала, не атрибуты, а метафоры. Посмотрите, расцветшая верба, она здесь воспринимается как взрыв и открытие, да? То есть удивительно, какими-то такими обычными предметами тоже удалось показать какой-то такой напряженный творческий поиск. Ну и в завершении вот этого краткого обзора мне хотелось бы, чтобы вы увидели, что средства, которыми вы можете пользоваться для изображения родного человека в его профессии, они очень разнообразные. Но мы надеемся, что у вас не только будут творческие открытия, а еще хотелось бы, чтобы вы открыли своих близких людей рядом с вами в новом их аспекте и не пожалели потратить время, понаблюдать за ними, найти характерные движения и жесты, придумать, может быть, атрибуты, которые будут понятны только вам, но раскроют содержание этого портрета. Ну и желаю вам творческих успехов.